Что такое любовь? Зачем она нужна людям? Многие пытались ответить на эти вопросы. Все отвечали по-разному. Но еще никому не удавалось вывести идеальную формулу любви, хотя попытки, очевидно, были. Сегодня мы изучим тему и попытаемся понять химию любви. Википедия гласит: любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь выступает важнейшим индикатором счастья. Сами посудите. Любимый человек, любимая работа, любимые занятия – все это делает нас счастливыми. Конечно, только если любовь взаимная. Безответная же любовь встречается в 4 раза чаще взаимной, и ей наиболее подвержены люди в возрасте от 16 до 20 лет. Неразделенная любовь может возникать по разным причинам. Некоторым людям просто приятно жить фантазией. Они не хотят реальных отношений, а с головой погружаются в свои мысли. А некоторые просто боятся настоящей любви. Кто-то боится расставания, кого-то пугает перспектива слияния с партнером, и не только. Можно вечно говорить о страхах людей. Кстати, прошлые 2 видео были как раз об этом. Посмотрите, если еще их не видели. Это способ не только узнать много нового, но еще и развлечься. Кстати, о развлечениях. Любовь бывает и такая. Некоторые люди выбирают в качестве объекта для влюбленности того, кто точно не ответит взаимностью. Как человек, который периодически грешит подобным, скажу, что это и правда очень весело. Ну и последняя из очевидных причин – мы копируем своих родителей. Если один из родителей не уделял другому внимания, ребенок может принять эту модель поведения за верный способ построения отношений. Также, если мать относится жестоко к сыну, он может в будущем искать девушку, похожую на мать. Тоже работает и с отцами и дочерьми. Постскриптум. Это работает не со всеми и не всегда, и тем не менее случается достаточно часто. Если же оба участника взаимоотношений не испытывают друг к другу сексуального влечения, такая любовь называется платонической. Родительская любовь – еще один вид любви, не включающий в себя сексуального влечения. Люди могут любить как одного человека, так и нескольких. Это называется полигамия. Она делится на полигинию и полиандрию. Не буду углубляться в эту тему, думаю, она достаточно понятна. Более традиционным типом любви является моногамия – любовь лишь к одному человеку. В большинстве стран браки заключаются только между 2 людьми с соблюдением огромного количества традиций. В Китае, например, оплакивают потерю родных. Невеста уходит из семьи к мужу и скорбят по ней так же, как по погибшим. А в Швеции жених дарит сразу 3 кольца – на помолвку, на свадьбу и на рождение первенца. А в Индии жених и невеста могут не видеть друг друга до свадьбы. Решения принимают старшие. Вообще, Индия – интересная страна. Существует одна любопытная теория, распространенная в Индии. Согласно ей, мусульмане мужского пола соблазняют индийских девушек немусульманского происхождения для последующего их обращения в ислам. Эта исламофобская теория получила название «любовный джихад». Так в чем же смысл любви, если людей так спокойно сводят друг с другом, даже не задумываясь об их чувствах? Владимир Сергеевич Соловьев, религиозный мыслитель, мистик, поэт и публицист, литературный критик, преподаватель, почетный академик по разряду изящной словесности, в своем цикле «Смысл любви», состоящем из 5 статей, писал так. Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным, не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественно-исторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже и из того, что оно обходится без самого деления на полы.
Значительная часть организмов, как растительного, так и животного царства, размножается бесполым образом – делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств размножаются половым способом. Но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так отчасти и животные, могут также размножаться и бесполым образом, прививка у растений, партеногенезис у высших насекомых, а во-вторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще, которое может происходить и помимо этого, а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации и половой любви следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в виде высшего организма. В другой статье этого же цикла он писал: задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле тот смысл любви, который сначала дан только в чувстве. Требуется такое сочетание двух данных органических существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность. Но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это единство или создать истинного человека как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, это и есть собственная ближайшая задача любви. Лично я считаю это объяснение максимально точным и красноречивым. Романтическую любовь, которую в цикле статей описывал Соловьев, греки называли эрос. Также они выделяли семейную любовь – строги, дружескую любовь под названием филия, мания, влечение, страсть, безумие, людус, любовь как игра, не слишком глубокая и ориентированная на получение удовольствия. Прагма – это не только тип любви, а и способ ее обретения, характеризующийся подбором партнера, соответствующего тщательно продуманным требованиям. Ну и последний тип – агапе – безусловная любовь, способная на жертвы. Психоаналитик Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» писал так: безусловная любовь соответствует одной из глубочайших потребностей не только ребенка, но и любого человеческого существа. К тому же, когда тебя любят за твои достоинства, потому что ты заслуживаешь любви, всегда возникают сомнения. Может быть, я еще раз нравлюсь человеку, любви которого так хочу, то есть существует боязнь потерять любовь. Более того, заслуженная любовь оставляет горькое чувство, что любят не тебя самого, а твои достоинства, и в конечном счете тебя не любят, а просто используют. Неудивительно, что все мы жаждем материнской любви, и дети, и взрослые. Большинству детей везет, они получают материнскую любовь. Взрослым гораздо труднее удовлетворить эту потребность. При наиболее благоприятном развитии событий такая любовь входит в состав нормальной эротической любви. Часто потребность в ней находит выражение в религиозных формах, но еще чаще в невротических проявлениях. Вообще, для людей характерна невероятная сексуальная пластичность по сравнению с другими живыми существами. Нам всем нравится разное во взаимоотношениях и близком контакте. Иногда нам может нравиться определенный тип человека, например, его национальность. Что интересно, предпочтения в течение жизни могут меняться. В книге «Пластичность мозга» Норман Дойч пишет: многие научные работы представляют сексуальное влечение как биологический императив. В их изложении это вечно голодный зверь, постоянно требующий удовлетворения, обжора, а не гурман. Однако люди скорее принадлежат к категории гурманов, имеют ярко выраженные предпочтения. Пристрастие к какому-либо типу заставляет нас откладывать удовлетворение до того момента, когда мы найдем то, что ищем, потому что само пристрастие служит ограничительным фактором. Человек, которого очень возбуждают блондинки, может автоматически отвергать брюнеток и рыжеволосых женщин. Некоторые ученые настаивают на том, что наши вкусы имеют врожденный характер, однако в течение жизни даже сексуальная ориентация может меняться. Наша сексуальная пластичность может проявляться даже в отношениях с одним партнером. С годами мы стареем, но те, кого мы любим, остаются для нас привлекательными, ведь наши вкусы меняются. Люди перестали искать себе партнера только для размножения. Животные выбирают себе тех, кто сможет родить здоровое потомство или защитить. Мы же можем влюбиться в слабого или неспособного завести с нами ребенка человека. Но что заставляет нас любить? В
чем сила любви? От чего она зависит? Роберт Стернберг, американский психолог, выделил 3 компонента – близость, страсть, обязательство. Он говорил: сила любви, которую кто-либо испытывает, зависит от абсолютной силы этих 3 компонентов, и тип отношений, испытываемых кем-либо, зависит от их силы относительно друг друга. Свою теорию он назвал треугольной или трехкомпонентной теорией любви. Еще одна интересная теория, достаточно много обсуждавшаяся в обществе – теория стакана воды. Суть теории в том, что заняться сексом так же просто, как выпить стакан воды. Этот взгляд на любовь заключается в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности. Взгляды людей на тему любви расходились, расходятся и будут расходиться, ведь любовь – это нечто абстрактное, не имеющее четкого определения. Или нет? Нейрофизиологи предлагают свое определение. Они говорят, что любовь – это дофаминергическая, целеполагающая мотивация к формированию парных связей. И ведь не поспоришь, похоже, с точки зрения науки любовь выглядит иначе. Самый главный гормон, отвечающий за любовь – окситоцин. Его название происходит от греческого «окитокос», что значит «легко рождающий». Этот гормон стимулирует желание и поддерживает способность обоих партнеров достичь оргазма. Окситоцин был открыт в начале 20 века британским биохимиком Генри Хелет Дейлом, который впервые описал действие гормона на матку. В книге «Кто в теле хозяин, я или гормоны» немецкий доктор медицины Йоханнес Вимер пишет: интересно, что после секса гормон вызывает у обоих партнеров глубокое чувство привязанности. Наряду со званием гормон нежности, эта особенность подарила ему титул гормон привязанности. По-видимому, окситоцин предназначен для того, чтобы пара впоследствии вместе заботилась о своем потомстве. Окситоцин облегчает боль, отвечает за схватки и лактацию, а также за моральное состояние недавно родившей и ее любовь к новорожденному. В отличие от людей, некоторые животные находят лишь одного партнера на всю жизнь. Помните эту сцену из Человека-паука? В общем, я занялся самосовершенствованием. Вы знали, что морские коньки находят пару на всю жизнь? Только представьте, морской конек замечает другого конька, и у них получается. И морские коньки не одни такие. В эту группу также входят, например, степные полевки. Почему так? Во всем виноваты клеточные рецепторы для окситоцина. У животных, не склонных к, так скажем, разгульному образу жизни, таких рецепторов больше, чем, скажем, у горных полевок, которые, в отличие от степных сородичей, склонны к многоженству. Окситоцин отвечает за верность. А какое животное у многих ассоциируется с этим словом? Собака. Да, собаки, находясь вместе с хозяином, повышают уровень окситоцина как ему, так и себе. Окситоцин очень хорошо успокаивает нервы, поэтому его можно принимать для сокращения стресса. Вас когда-нибудь интересовало, почему большинство убийц не испытывают эмпатию и могут настолько безжалостно мучить своих жертв? Все дело в проблеме с гормонами. Либо после психологической травмы, либо патологически у человека может вообще не вырабатываться окситоцина, отвечающего за сострадание. Как пишет Йоханнес Вимер, даже сострадание и более высокая степень доверия к незнакомым людям возникают под влиянием окситоцина, который действует словно петля положительной обратной связи. С одной стороны, это способствует нежному обращению, с другой стороны, благодаря нежности выделяется еще больше гормона. К сожалению, тех, кто уже собирался бежать в аптеку, окситоцин можно приобрести лишь по назначению врача. Гормон может быть прописан для обезболивания родов и ускорения восстановления женского организма после рождения ребенка.
Но окситоцин не всегда был доступен только по назначению врача. В одно время его даже выпускали в виде духов или спрея для носа. Мне нравится, как красиво Йоханнес Виммер это описал. Расслабление, секс и преданность в одном пшике. К сожалению, спрей не работал, так как окситоцин в крови и в мозге отличаются друг от друга. Спрей, повышающий уровень гормона нежности в крови, никак не влияет на преданность и сексуальное влечение. Именно поэтому в 2008 году спрей выпускать перестали. Но на этом эксперименты с окситоцином не закончились. Этот гормон, как предполагают ученые, может помочь в лечении депрессии, аутизма, тревожных расстройств и других психологических заболеваний. Еще немного цитат из ранее упомянутой книги. Регулярные объятия понижают артериальное давление, прогоняют страхи, а боль кажется не такой интенсивной, и основательно укрепляется иммунная система. Также очень полезен массаж, ведь он повышает уровень гормона. Для поддержания уровня окситоцина советуют часто и долго заниматься сексом. Сейчас асексуалы задумались о своем уровне окситоцина, да? Если такой способ вам не подходит, вы можете повышать уровень гормона с помощью спорта, регулярными тренировками мышц тазового дна. Лично у меня с окситоцином странные отношения. Наверное, стоит провериться, а то мои бзики на доверие слишком сложно объяснить окружающим. Пишите в комментариях, было ли это видео полезно. Ставьте лайки, если хотите меня поддержать. Я очень ценю отдачу. Подписывайтесь, если хотите увидеть больше подобных видео. Спасибо за просмотр и всем пока!